Всем привет, как меня видно и слышно. Как ваши дела? У нас все, в принципе, неплохо, нормально. Занимаемся каждодневными делами. Такой мои очки. Ой. Сегодня немножко попустила жара. Духота. Ну, духота еще есть немножко, но все равно дышится более-менее свободно. И решили выехать в очередной, как говорится, вылазку по Крыму. Поедем в сторону южного берега Крыма. Хотим сегодня поехать в Алушту. Но в Алуште мы 2 раза уже были. Мы сегодня будем снимать другую часть Алушты, другую часть набережной, где мы еще не снимали. Это называется Профессорский уголок. Длинная-длинная набережная с кафе, ресторанами, пляжами, всеми видами развлечений. Поэтому сегодня предлагаем вам с нами съездить, прогуляться, посмотреть. Ну, Алушта, мне кажется, Алушта бьет рекорды даже Ялты. То есть в Ялте сколько людей было, мы снимали, а я думаю, что в Алуште будет просто аншлаг, где мы даже в выходные туда не поехали специально, потому что в выходные там вообще не протолкнуться. Единственное, сегодня, конечно, небо затянуто тучками. Может быть, не будет такой яркой голубой картинки, но то, что здесь тучки, может быть, там будет и голубое небо. Сергей сегодня благосклонно согласился быть моим водителем, но, возможно, он еще и снимет свой стрим. Посмотрим по обстоятельствам. Может, там вообще проливной дождь. Но под проливным дождем мы еще не снимали. Это тоже интересно, я думаю. Поэтому едем, выезжаем из Севастополя и держим путь в Алушту. Нам ехать около, сколько, 100 с чем-то километров, да, Сереж? Да. Мимо Ялты, дальше. До Ялты, получается, 80, ну, километров, наверное, 120-130 до Алушты. Так, в путь. Так, ребятушки, мы приехали в Алушту, в самый центр. Самое главное, что нам удалось запарковаться здесь при таком огромном скоплении машин и людей, приезжих. Нам просто чудовищно повезло, как я говорю. Запарковались прямо возле самой набережной, бесплатно. Просто при нас просто выехала машина, и мы туда стали. И это просто радость, потому что мы могли потратить на парковку где-то тут полчаса ездить вокруг набережной, по центру, припарковаться где-то за километр отсюда. И нам было бы тяжело сегодня. Так у нас с вами большая прогулка. Мы постараемся, по крайней мере, дойти до Профессорского уголка, так любимого многими. Все вы так просили, чтобы мы там сняли, но до него идти 3 километра. Не знаю, выдержу я, конечно, сегодня или нет. Сейчас мы пойдем не по набережной, по которой всегда ходили, а в другое направление, как раз в сторону Профессорского уголка. 3 километра пляжей, 3 километра кафе, набережная, прогулочная зона. Алушта все равно остается самым любимым городом курортным. Мне, по моему личному мнению, Алушта даже больше посещаемая и наиболее любимая, даже больше, чем Ялта. Вот так сложилось исторически, что Алушта является самым любимым курортом. Ну и, как мы здесь были, уже 2 раза снимали, является не таким дорогим, как в Ялте, допустим, в центре. Мы сейчас с вами пройдем, посмотрим количество людей, сколько людей на пляже, и, возможно, зайдем где-то в кафе, посмотрим цены. В прошлый раз мы в Алуште заходили в столовую. Было не очень вкусно, но не очень дорого. Ну, может быть, в этот раз где-то тоже куда-то зайдем, посмотрим цены. Так, добро пожаловать в Алушту. Самый пик курортного сезона – Крым. Так, вход на набережную стандартно украшает такая красивая инсталляция с цветами. Всегда ее снимаю. Тут, как говорится, ничего не меняется. Все так же радостно, красиво и позитивно. Проходим арку, заходим в территорию набережной. Встречает нас наше любимое колесо обозрения и такая площадь с множеством всяких развлекательных мероприятий, кафе, магазинов, все для пляжа. Обычный, стандартный, курортный город, очень-очень любим многими.
Мы уже, знаете, сколько здесь жили в Крыму. Вот честно, в Алуште ни разу не были. За последние полгода мы уже здесь 4-й раз снимаем. Нравится, интересно, много людей, движуха. Мы же этим летом все-таки снимаем курортные города и стараемся ездить и показывать самые любимые и популярные. Вот видите, включили фонтанчик, на улице жарко, детям радость и развлечения. Люди с кругами, с надуванными матрасами. Значит, смотрите, в прошлый раз мы с вами гуляли с левой стороны, то есть туда ходили на классическую набережную. Сейчас мы пойдем с вами в другую сторону, направо, и изучаем эту сторону набережной, где мы еще с вами не снимали. Кто-то был, кто-то недавно уехал с отдыха. Вам для воспоминаний, те, кто собирается, вам для изучения, для понимания, как устроено здесь все, какое здесь море, какие пляжи, где взять какие экскурсии. Это не проблема. На каждом шагу такие... По 15 тысяч шагов. Такие лавочки, долина привидений, водопады, Ливадия, Алупка, Никийский ботанический, дегустация, Херсонес, Севастополь, Фиолент, очень много всего. Мы с вами идем в эту сторону. Постараемся добраться, но я вам не обещаю. С левой стороны отель Ривьера Санрайз, как говорится, на первой линии. Вход, ресторан, спа-берег, паркинг. Ну, я так думаю, что это отель. Что это может быть еще, правильно? Как говорится, мы не местные. Мы не из Алушты, поэтому можем только догадываться. Тоже здание старое, послевоенной постройки. Возможно, будет отреставрировано, потому что тут даже еще ставни старые, еще деревянные, даже не заменены на стеклопакеты. Или заменены? Не, заменены, по-моему. Крымские эти цикады поют. Слышите? Не умолкая. Центральный вход. Очень похоже на ялтинские отели, типа Палас, Бристоль. Здесь, конечно, апгрейд сделал современный, но написано ресторан в парке, ресторан, ну и отель, соответственно. Объект культурного наследия регионального значения. Старые здания, массандровские магазины с массандровскими винами. Очень много всяких кафе, ресторанчиков. Но в основном вот здесь вот все винотека, алкотека и так далее. Все необходимые магазины первой необходимости на курорте, скажем так. Алкотеки, винотеки и так далее. Двигаемся с вами. Тут Ривьера парк небольшой такой. Там я просто смотрю, кроме деревьев, подрезанных красивых кустарников, особо показывать нечего, поэтому пойдем ближе к пляжам. Куда все идут, туда и мы с вами идем. Лаванду продают. Ежевика. Давайте посмотрим, сколько помидоры стоят. 150 огурцы, 400 сливы, 200 яблоки, 250 такие персики потрясающие, крымские, 200 тоже крымские. Ну и этого даже нету цены, не спрашиваю, сколько это стоит. Здесь сладости, такие магазины мы с вами уже посещали. Потихоньку будем выходить к пляжам. Мороженое. Кофейня с видом на море. Чайка называется, кофейня. Может, на обратном пути зайдемте, что-нибудь с вами перекусим. Еще спускаемся. Там поднимались, здесь спускаемся. Такие красивые дома. Там, наверное, скорее всего, какая-то гостиница в виде замка, такого дома. С левой стороны пляжи. Здесь, я так понимаю, верхняя часть, осыпанная песочком. Там внизу еще сам
по себе берег. То есть это еще не побережье. Подойдем посмотрим. Людей, конечно, много. Не берусь судить, конечно. Я здесь прошлые годы не была, но судя по увиденному, все забито. Ну, припарковаться, естественно, негде. Сплошняком машины вот все это время, что я иду, стоят. Хоть посмотрим на пляже. О. Людей много. Есть и оборудованные пляжи, есть необорудованные. Выйдем туда на пирс, осмотримся, так сказать. До профессорского уголка идти долго, далеко. Потеряла Сережу, где-то он стримит. Телефон садится на жаре, его потом его найти. Пляжи разделены пирсами, и они получаются вот такими маленькими. То есть раз, два, три, четыре, видите, сколько пирсов, очень много. И между пирсами вот такие пляжи. Тут еще, видите, надстройки. Людей много. Хотя, как вы видите, тучки на небе. Ну и хорошо, солнце так не палит, вроде нету такой жары. Продолжаем наше движение. Жалко, что на набережной, вот именно на верхней, я не увидела ни одной лавочки, где можно просто посидеть, присесть. Ну, может быть, где-то будет впереди. Ну, по крайней мере, пока не обнаружила. Зато есть духи, продаются. Воды здесь можно попить, перекусить можно, все нормально. Вот этого полно всего. Мороженое, напитки. Модные образы. Но пока нету скамья. Нет, вон скамеечка вижу. Ура, есть скамеечка. Сейчас сяду, передохну немножечко. Здесь тоже, в принципе, очень много людей. Единственное, что эта набережная, в отличие от Гурзуфа, где мы были с вами, она очень длинная. Несколько километров, поэтому кажется, что здесь, в принципе, мало людей. Но на самом деле очень много. Села, сижу, немножко отдыхаю. Начало быть очень душно и, скорее всего, может начаться дождь, потому что я смотрю со стороны Судака, уже видите, какие тучи идут. Нету интернета вообще никакого, никакого мобильного, даже не могу отследить, где Сережа стримит, чтобы понимать. Ну, наверное, здесь у него не получится стрим, потому что нет никакого интернета. Ни одного провайдера, который здесь работает, вообще нет. Вот, поэтому сейчас я еще пройду. Если Сережа не снимет профессорский уголок, то я дойду до какого-то логического завершения. Сегодня посмотрела тоже опять пробки перед Крымским мостом. Сегодня на въезд в Крым около 2000 машин в очереди стоит. Время ожидания 4-5 часов. То есть люди едут сюда на машинах и ждут, чтобы въехать от 4 до 5 часов. На выезд мало, то есть на выезд там около 100-200 машин, а на въезд около 2000. Сегодня просто какой-то аншлаг. Куда едут все эти люди? Люди едут Алушта, Феодосия, Судак, Ялта, Южный берег Крыма. Вы сами прекрасно видели. И Гурзуф видели, и Ялту видели, и Алушта. В Судаке мы еще все-таки не доехали до Судака. Ну, Судак, кстати, здесь ближайший город. Но если ехать по побережью, это почти 2 часа по серпантинам ехать, по глухим таким. Но лучше ехать в Судак через Симферополь, через Белогорск. Конечно, там тоже достаточно серпантинов, но не так, как отсюда, с Алушты. В Судак я вам не рекомендую ехать, потому что очень крутые серпантины и очень долгие. То есть вот по этим всем горам до мыса Меганом, а там дальше мыса Меганом уже будет Судак. До Судака все никогда ехать не можем. Еще хотели в Феодосию съездить, но что-то как-то не получается. Надеюсь, все-таки, может быть, доедем.
Так, наша экскурсия по набережной и по пляжу продвигается дальше. Насчет лавочек, конечно, я соврала. Здесь уже на каждом шагу такие приятные лавочки в кустах олеандра с пальмами. Ну, я не врала, там нету, здесь есть, понимаете? Ну, это не вранье, это недопонимание ситуации. Дальше очень долгий путь еще. Не знаю, сколько я выдержу, честно. Может, даже где-то присяду, что-то попью. Сезон у кафе. Приятная. Вот и летняя площадочка. Интересно, если пойдет дождь, как я быстро побегу обратно? Или позвоню Сережу, чтобы он меня здесь забрал? Как вы думаете? Интересно. Пляжи продолжаются. Тянутся. Самые-самые долгая, длинная набережная. С той стороны там тоже пляжи есть, где мы с вами в прошлый раз были. Мы туда не ходили, вот по этой решили пройтись. Несмотря на то, что тучки набежали и солнышка нету, но душновато, как будто дождь собирается. Дышать нечем, если честно. На набережной здесь тоже есть эти рыбки гора-руфы. Здравствуйте. Можно, да, снять? А? Руку? Давайте опустим руку. О, боже, мамочки, посмотрите, что творится, боже мой. Это бесплатно, да? Сейчас посмотрим. Боже, ребята, они жрут мою руку, понимаете? Боже. Вы представляете, что творится? Тогда у меня одна рука будет хорошая, а вторая рука будет нехорошая. Надо и вторую опустить. Это я для YouTube-канала снимаю. О, боже, как они меня жрут. О, посмотрите. Ручка как у младенца. Надо же вторую уже опустить. Если девушка мне разрешит, я тогда уже и вторую опущу. Можно, да? Спасибо. Для рекламы. Я просто сниму. Сколько это стоит для ног? Ага. Смотрите. На старт. Внимание. Я смелая. О боже мой. Эксклюзивные кадры. Ребята, посмотрите. Мою руку жрут рыбы. Мою руку едят рыбы. До сих пор, знаете, вот немножко аж покалывает. Они жрут, конечно. Боже. О, одна даже прицепилась ко мне. Ой, спасибо большое. Слушайте, так мягкость такая. Есть у вас салфеточки, да, какие-то? Можно? Спасибо. Вот так вот они ваши могут пяточки. Есть, но многие уже знают эту процедуру, но не каждый решится. Еще и лицо можно туда запихать? Это, конечно, был бы трэш-контент. Это надо моего мужа попросить, конечно, чтобы он для рекламы сделал. Но он где-то там в ходе стрим снимает. Слушайте, ну реально объели руки. Прямо все вот это вот такие прям стали как... Ну да, но все равно. Но это не больно. Это как бы щекотно. И чувствуешь, такие маленькие зубки впиваются. Вот тут вот даже чуть-чуть они меня покусали. Вот здесь больно. Может, микротрещина какая-то была. Ага. Ну, это все ультрафиолетом, то есть обеззараживается вода, правильно я понимаю? Все, меры все вы принимаете для этого самого обезвреживания. Здорово. Спасибо большое. Это ваше тоже там на набережной? Это одно отделение? Давайте еще раз покажем цены. 5 минут 300, 15 минут 500 рублей. Не так уж и дорого. Руки и лицо, это я хотела бы посмотреть, кто туда опускает лицо. Конечно, я бы такое засняла бы. Обладали мне, короче, они рыбки чуть-чуть. Вот здесь ведь какая-то микротрещинка была, чуть-чуть вот тут побаливает, вот в одном месте. А так, в принципе, ощущения, конечно, такие, ну, как сказать, если на это не смотришь со стороны, вот не смотришь, как впиваются в твою руку рыбы, то, в принципе, нормально. Такое ощущение, ну, самое главное решиться опустить туда руку. И они сразу накидываются, как сумасшедшие. Вообще-то рыбки называются гора-руфу. Ну, на пятках
если вы держите, допустим, 15 минут, я очень мало подержала, если держите 15 минут, то это реально очень крутой эффект получается. То есть такой пилинг сумасшедший. Конечно, хотелось бы увидеть, как кто-то лицо туда опускает. Но если получится сегодня, может быть, попросим кого-нибудь. Но, в принципе, нормально. Хоть какой-то трошаниночки в ленту вам. Вот видите, какие домики прямо на склоне с видом на море, рядом с пляжем. Даже не знаю, как называется. Возможно, это какой-то отель такой с отдельными домиками. Как называется, не знаю, может, кто-то отдыхал в таком. Пишите. Красиво, в принципе, смотрится нормально. Хороший вид. Спасатель на месте. Все хорошо. Здесь меньше людей на этом пляже. Может, просто дальше люди, наверное, с той части где-то там поселились и далековато идти. Дальше. Вот интернет провисает. Где-то есть, где-то нету. В принципе, уже к этому привыкли, что интернет мобильный вообще не местный конек, никакой. Здесь, получается, два больших провайдера. Вот сейчас новый Миранда, мы на него как раз перешли. Местный крымский тоже не ловит. Хотя нам клялись, божились, что по набережным крупных курортных городов будет хорошо ловить. Ну, о волне я вообще молчу. МТС есть еще. МТС... Я сейчас, правда, на Миранде, не знаю, может, на МТС переключиться. Будет ловить, не будет. Причины не могу понять, почему в одном месте хорошо, в другом месте плохо. Вот перейдешь 10 метров, хорошо. Так же, как на набережной Ялты. Казалось бы, самый крупный курортный город, с интернетом проблемы. Ну, никого же сильно не волнует, правильно? Кроме нас. Вдоль набережной детский развлекательный аквапарк, рестораны, отельчики небольшие. То есть здесь как бы жизнь нормально кипит. Ну, конечно, здесь красиво. Очень мне нравится, спокойно. А вот это что такое? Что это за инсталляция непонятная? Какая-то качан капусты какой-то, что ли? Что это такое? Общая теория относительности. Я поняла. Показалось, что качан капусты превратился в человека, понимаете? Теория относительности. Так, вроде, видите, профиль человека. А если вглядеться, то качан капусты. 2017 год. Автор Василий Клюкин. Ну, Василий Клюкин, ты даешь. Идем дальше. Проходим отель Аквапарк, так и называется, с одноименным названием. Аквапарк, отель и хотель и отель. Ну, хорошее место здесь, вам скажу. Ну, на каждом балконе висят полотенца, купальники. Значит, все хорошо, не простаивает пустой. О, здрасте. А что вы? Здрасте. Хожу, снимаю. Кстати, можно пойти, вот там девочка за 300 рублей, можно лицо засунуть, и тебе рыбки обгладают. Мне вот руки обглодали, да. Просто я хочу трэш-контент снять. Да ну, такая не, я подержу. Не надо. Да не надо, там видно через экран. Пойдем, я ж тебя искала. Да, я в руки запихала, мне руки обглодали. А если она мне нос залезет? Не, ну... Козявок похавает. Это будет трэш-контент. А ну, трэш-контент. Что, мне не надо идти дальше уже, да? Ну, Андрюха пускай не дает. Не, я руки же засунула, я сняла. Кстати, кому будет интересно, вблизи посмотреть, как эти рыбки грызут руки, они накинулись на меня просто миллион. У нас, кстати, Миранда тут пропала. Да, тут интернет, конечно, Мы сейчас на моей волне сидим. вообще ужас. Пойдем, ну пожалуйста. Засунешь лицо туда, 300 рублей всего стоит. Потому что руки я уже засовывала, лицо еще никто не засовывал. А что еще засунуть?
Я не Ну, хочу. это по желанию. Я не хочу. Ну, придется. Я ж тебя искала, чтобы предложить тебе это. Лицо засунуть. Да. Слушай, нормально, жена нормально? Засунь лицо, пускай тебя рыбки погрызут. А что мне грызть на лице? Глаза повысасывать? Или Нет, ну они тебе там все сделают красиво, как пилинг тебе сделают. что? Какой пилинг? Если меня брили хотя бы, так это было хоть нормально. Так, они сейчас об мою щетину подавятся надо. Видишь, тут впереди идет. Вот вы не блогеры нифига, потому что нормальные блогеры всегда засунут лицо к рыбам. И... А вот это расцветший копчен капусты. Называется теория относительности. Я думала, это капуста расцвела. Это клоун. Да. Вот это все теория относительности. Каждый думает, что это такое. Все, я, короче, дальше не иду, так как встретила ребят-блогеров местных. Дальше не имеет смысла вообще идти, потому что там все однообразно. Чуть-чуть больше жизни, скажем так. Но, Ага. Мы дошли до самого профессорского уголка. Когда вы меня обогнали, просто не, когда я руками, наверное, к рыбам лезла. я не знаю. Мне девочка бесплатно разрешила. Да. Ага. Ну, меня чуть-чуть, правда, тут Я не покусали. плачу. Кооперативы и профсоюз. В общем, возвращаемся сейчас на набережную. Уже нет смысла мне дальше идти, раз я уже наших поймала. Поэтому пойдем уже. Так, в принципе, вкратце. Все показала, я думаю, все поняли по поводу Алушты. Ой. Как типичный крымский курорт со всеми развлечениями, кафешками, ресторанами, пляжами и так далее. Вот. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии, кто отдыхал, если у вас какие-то воспоминания об этом месте. Вот, я говорю, это уже у нас 4-й ролик, начиная с мая. Мы здесь снимали периодически. Ну, даже в мае было много людей. Вот еще особо никто не купался. Сейчас, конечно, вода плюс 25, а температура воздуха где-то плюс 27. Ждет кого-то. Как на шастик лежит. Точно так же распластается, как цыпленок табака. Жир продают мелковатый. Сейчас в горочку идти. Хорошо, хоть солнце не палит, но влажность, конечно, сильная. Здесь вообще старые какие-то корпуса. Еще, не знаю, когда они были построены 100 лет тому назад. Что это за корпуса? Какой-то санаторий, возможно. Выглядит он весьма по-древнему, если честно. Прямо на берегу. Да, скорее всего, старый санаторий. Тоже мы почти вернулись к набережной. Еще немножко пройти. И уже поедем обедать в наш любимый ресторан в горы. Вот можно даже добраться за какую-то плату на электромашинке. Уже тоже идти здесь 3 километра. И каждая силит. Вот пришли сюда, сели и поехали. Куда вам надо, до какого пляжа. Вот такая Алушта. Закат в горах на джипах. Заходим уже обратно. Персики, конечно, красота вообще, красота. Вот это наши два, на обратном пути забери, да мы зайдем. Люди бронируют персики. Вот эти два, мы сейчас сходим, отложите нам. Мы забронировали эти 2 персика, на обратном пути заберем. Бронь персиков бесплатно. Есть караоке. Спой и запиши свою песню. Мини-студия. Можно попеть, да? Представляете себе? Не знаю, наверное, не рискну я. Называется Belly's Box караоке. 3 песни 300 рублей, 6 песен 500, 12 песен 1000, 15 300, 300 минут 500 рублей, 60 минут 1000 рублей. Есть такие желающие, думаю. Думаю, вечером здесь поют. А вон еще один. Аж 3 караоке-центра, скажем так, мини-студии. Проходим опять мимо этой отели. Идем, двигаемся к машине. Здесь бутики. Это вы уже видели. Что в бутиках продают? Прада продают. Версачи продают.
туфельки продают, всякие кофточки, купальники. Посмотрим, сколько кроксы стоят. Настоящие турецкие кроксы. Сейчас посмотрим ценник их. Не вижу. Так, цена 4900. Это еще недорого. — 5000 кроксы. Спортивная одежда. 2500. Просто вьетнамки. Hugo Boss. Легкий. С шортами 9900. Это вот легкий спортивный костюмчик такой. Мужской. Не буду больше. То сейчас мне замечание сделают, что я тут вынюхиваю. Может, я мониторю цены, может, я конкурентка. Не любят очень. Так, зашла уже, знаете, скромненько. Сумочки всякие брендовые. В общем, тут одни брендовые бутики. Тоже много очков. Сейчас пойду посмотрю, сколько очки стоят. Такие... Давайте посмотрим, сколько Made in Italy. 4-5 тысяч. Такие, конечно. Ты хочешь быть как это? Купила такие для влогов себе. Тапочки резиновые. 3200. 4, 5, 6 тысяч такие очки стоят. Сумки такие лаев 4,5 для пляжа. Пять с половиной такой стоит. Приятный сарафанчик. Яркое, все красивое. Говорит Италия, 7000 брюки. Написано Made in Italy. Все из Италии. 7000 брюки. Вот видите, Италия. Льняные рубашки по 6000. 5500. Ну, я думала, здесь все гораздо дороже. Я думала, Италия гораздо дороже стоит. Так вообще недорого. Ладно, пошли. Сегодня у нас не шопинг, так зашли просто посмотреть. Так, все, мы на набережной. Там, где колесо. Прогулочка заканчивается. Сегодня не хотела долго вас, как говорится, часовые ролики устраивать. Ни к чему это. Пробежались, посмотрели. Так, потеряла из виду своих. О, Андрей стримит. Сережа делся. Стримеры разбежались. Я скоро уже уезжаю. Сережа пока останется здесь, будет снимать для вас и стримить, и по вашим даже заявкам. Если вы напишите, видите, сзади меня, не выгул собак и курение запрещено, строго. Вот. Будете, может даже списать, если что хотите, может поехать туда, допустим, постримить. Вот. А я уезжаю надолго, вот, и буду с другого места вести свои репортажи, стримы сама буду. Так что не отписывайтесь, не переключайтесь. Уже совсем скоро-скоро билеты куплены. Временно, как говорится, уеду из Крыма. Уезжаю. Во-первых, есть дела. Во-вторых, ну, скажем честно, еду за контентом. Вот. Еду туда, где пока YouTube работает. Надеюсь, что, как говорится, подниму просмотры, подниму интерес
верну интерес к нашему каналу. Есть у нас определенные здесь, конечно, скажем так, Единственный в Крыму музей камня и самоцветов приглашает. есть небольшие у нас проблемы, конечно, по просматриваемости, по подписчикам, поэтому поеду туда, куда, к чему большинство наших подписчиков привыкли, поеду в Турцию. Вот, поживу там некоторое время, поснимаю для вас, ну и разные дела. У нас же там все-таки есть определенное хозяйство, есть определенные дела, и периодически мы выезжаем. Там посмотрим, как пойдет. Если все будет нормально, ну, значит, приедет Сережа ко мне. Потому что ему надо закончить здесь кое-какие дела, материальные и лечебные процедуры свои закончить. А это нужно еще, получается, до конца сентября ему здесь побыть. Такие дела. Так что подписывайтесь, не отписывайтесь. Дальше будет интересно. Я думаю, что интересно. Я уж, по крайней мере, постараюсь сделать все, чтобы ваш интерес не угас к нашему каналу. Наоборот, возрос, было все хорошо. Мы поехали в этот татарский ресторан, зашли в грузинский Старик Хинкалыч. Заказали хинкали, 6 штук. Такой вот салат прикольный. И вино и самогон. Ты что, сегодня вино или самогон будешь? Ну, это самогон побеленькое. Побеленькое, а я тогда вино. Хорошо. Целый стакан. Ну, чтобы не выпить на жаре. Супер. Шутка, это морс. Ребят, мы ж не пьем. И вам не советуем. Сейчас Сережке принесут хинкали и посмотрим, как он будет есть хинкали. Вот такие огромные хинкали. И вот такой вот Сережа. Как ты это все съешь? Непонятно. Если это будет эстетично, я покажу. А если не очень культурно ешь. Надо выпивать сначала бульончик, да? Как есть? Да. Вкусно? Вкусно тебе?